Тело дракона мы начинаем вязать с хвоста. И я начинаю вязать под цвет колючек, то есть желтым. Чтобы вот такой вот был. В кольцо амигуруми 6 столбиков. Затягиваем в колечко потуже прям. Прокладываем маркировочную ниточку. И второй ряд провязываем 6 столбиков. В каждую петлю провязываем по одному столбику без накида. Третий ряд 2 столбика прибавка, повторить 2 раза. Сейчас у меня в кругу 8 петель и нужно провязать 3 ряда по 8 петель. 4, 5 и 6 провязываем просто по кругу без изменений. 7 ряд 3 столбика прибавка, повторить 2 раза. 8 и 9 ряды провязать без изменений по 10 столбиков в каждом ряду. 10 ряд 4 столбика прибавка, повторить 2 раза. 11 и 12 ряды провязываем по кругу без изменений по 12 столбиков в каждом ряду. 13 ряд 3 столбика прибавка, повторить 3 раза. 14 и 15 ряды провязываем по кругу без изменений по 15 столбиков в каждом ряду. 15 ряд провязала, теперь будут поворотные ряды. Не продолжая работу, делаем воздушную петлю, поворачиваем, и 16 ряд у нас будет вязаться в обратную сторону. Первую петлю пропускаем, начиная со второй петли, провязываем 12 столбиков. Воздушная петля, поворот, 17 ряд. Первую петлю пропускаем, начиная со второй провязываем 10 столбиков. Воздушная петля, поворот, ряд 18, первую пропускаем, начиная со второй провязываем 8 столбиков. Воздушная петля, поворот, ряд 19, первую пропускаем, начиная со второй провязываем 6 столбиков. Перекидываем маркировочную ниточку сюда. У нас будет 20 ряд, и его надо провязать по кругу. Вот он зубчик. От зубчика правая петля. Сюда не вяжем. Вот. Раз. Слева 2. Вот зубчик. 3. 4. По открытым петлям 5, 6. Снова вот смотрим зубчик. 7, 8. Вот сюда 9. И здесь до маркера у нас 6 петель. Их провязываем из петли в петлю. 21 ряд вяжем 4 столбика прибавка, повторить 3 раза. В кругу у нас сейчас 18 петель, и надо провязать 22 и 23 ряды по 18 столбиков по кругу без изменений. 24 ряд 5 столбиков прибавка, повторить 3 раза.
25 и 26 ряды провязываем по 21 столбику по кругу без изменений. Провязываем 2 ряда. 27 ряд, 6 столбиков прибавка, повторить 3 раза. Теперь мы будем менять цвет. У нас 28 ряд, и мы будем вязать основным цветом. Так, я, наверное, последнюю петлю здесь распущу. Не до конца. У меня здесь прибавка. Я поменяю цвет на прибавке вот так. И 24 столбика у нас в следующем ряду. Мы будем его провязывать по кругу без изменений, вплетая вот эти вот хвостики от пряжи прям в работу, вот так прихватывая оба хвостика, провязываем по кругу 24 столбика. 29 ряд, 7 столбиков, 5 воздушных петель, пропустить 5 петель, начиная с 6, 12 столбиков до конца ряда. 30 ряд надо провязать по кругу 24 столбика. 31 ряд, 7 столбиков прибавка, повторить 3 раза. 32 ряд, 27 столбиков по кругу без изменений. 33 ряд, 8 столбиков прибавка, повторить 3 раза. 34 ряд, 10 столбиков, 5 воздушных петель, пропускаем 5 петель, начиная с 6 до конца ряда провязать 15 столбиков. 35 ряд, провязываем по кругу 30 столбиков. 36 ряд, 9 столбиков, воздушная петля, поворот. Теперь мы будем вязать поворотными рядами. У нас 37 ряд, первую мы петлю пропускаем, начиная со второй петли провязываем 22 столбика, маркер игнорируем. Воздушная петля, поворот, 38 ряд, первую петлю пропускаем, начиная со второй вяжем 20 столбиков. Воздушная петля, поворот, 39 ряд, первую пропускаем, начиная со второй 18 столбиков. Воздушная петля, поворот, 40 ряд, первую пропускаю, со второй 16 столбиков. Воздушная петля, поворот, 41 ряд, первую пропускаем, со второй 14 столбиков. Воздушная петля, поворот, 42 ряд, первую пропустили, со второй 12 столбиков. Воздушная петля, поворот, 43 ряд, первую пропустили, 10 столбиков. Воздушная петля, поворот, 44 ряд, первую пропустили, 8 столбиков. Дальше будет круговой ряд, 45, прокладываем маркер сюда под петлю и провязываем этот ряд 30 столбиков по кругу. 46 ряд, 9 столбиков прибавка, повторяем 3 раза. В кругу у нас
33 петли и надо провязать 2 ряда, 47 и 48 без изменений по кругу. 2 ряда вяжем. 49 ряд, 10 столбиков. Воздушная петля, поворот, поворотными рядами вяжем дальше. У нас 50 ряд, первую мы пропускаем, начиная со второй провязываем 26 столбиков. Воздушная петля, поворот, у нас 51 ряд, первую мы пропускаем, со второй 24 столбика. Воздушную петлю делаем, поворачиваем работу. 52 ряд, со второй петли 22 столбика. Воздушная петля, поворот, 53 у нас ряд, со второй петли провязываем 20 столбиков. Воздушная петля, поворот, 54 ряд, начиная со второй 18 столбиков. Воздушная петля, поворот, 55, начиная со второй 16 столбиков. Воздушная петля, поворот, 56 ряд, начиная со второй 14 столбиков. Воздушная петля, поворот, 57 ряд, начиная со второй 12 столбиков. Воздушная петля, поворот, 58 ряд, первую пропускаем, 10 столбиков, начиная со второй. Воздушная петля, поворот, 59 ряд, первую пропускаем, 8 столбиков. Перекидываем маркировочную ниточку сюда. У нас 60 ряд и надо провязать его по кругу 33 столбика. 61 ряд, 10 столбиков прибавка, повторить 3 раза. В кругу у нас сейчас 36 петель и надо провязать 5 рядов без изменений по 36 столбиков в каждом ряду. 67 ряд, 11 столбиков прибавка, повторить 3 раза. 68 ряд, просто провязываем по кругу 39 столбиков. 69 ряд, 12 столбиков. Воздушная петля, поворот, дальше поворотными рядами. 70 ряд, первую пропускаем, начиная со второй 28 столбиков. Воздушная петля, поворот, 71, первую пропускаем, 26 столбиков. Воздушная петля, поворот, 72 ряд, первую пропускаем, 24 столбика. Воздушная петля, поворот, 73, 22 столбика, первую пропустили, вяжем. Воздушная петля, поворот, 74 ряд, первую пропустили, 20 столбиков. Воздушная петля, поворот, 75 ряд, первую пропускаем, 18 столбиков. Воздушная петля, поворот, 76, первую пропустили, 16 столбиков. Воздушная петля, поворот, 77, первую пропустили, 14 столбиков. Воздушная, поворот, 78, первую пропускаем, 12 столбиков. Воздушная петля, поворот, 79, первую пропускаем, 10 столбиков. Перекидываем маркировочную ниточку сюда. У нас 80 ряд, провязываем по кругу 39 столбиков. 81 ряд,
12 столбиков прибавка, повторить 3 раза. И на этом этапе, пока хвост не слишком громоздкий, я советую связать вот здесь шипы. Точно так же, как мы вязали шипы на голове. Потому что потом будет неудобно. У нас в ряду 42 петли. И надо провязать 4 ряда без изменений. С 82 по 85 ряд. Вяжем без изменений 4 ряда по 42 столбика. 86 ряд, 13 столбиков прибавка, повторить 3 раза. В кругу сейчас у нас 45 петель, и надо провязать 4 ряда по 45 петель в каждом ряду с 87 по 90 ряд. 91 ряд вяжем 38 столбиков. Дальше вяжем поворотными рядами. Воздушная петля, поворот, первую пропускаем, 92 ряд, вяжем 36 столбиков, не забывайте, первую не провязываем, 36. Воздушная петля, поворот, 93 ряд, первую пропускаем, 34 столбика. Воздушная петля, поворот, 94 ряд, первую пропускаем, 32 столбика. Воздушная петля, поворот, первую пропускаем, 30 столбиков. Воздушная петля, поворот, 96 ряд, первую пропустили, 28 столбиков. Воздушная петля, поворот, 97 ряд, первую пропустили, 26 столбиков. Воздушная петля, поворот, 98 ряд, первую пропускаем, 24 столбика. Воздушная петля, поворот, 99 ряд, первую пропускаем, 22 столбика. Воздушная петля, поворот, 100 ряд, первый пропускаем, 20 столбиков. Воздушная петля, поворот, 101 ряд, первую пропускаем, 18 столбиков. Воздушная петля, поворот, 102 ряд, первую пропускаем, 16 столбиков. Воздушная петля, поворот, 103 ряд, первую пропускаем, 14 столбиков. Воздушная петля, поворот, 104 ряд, первую пропускаем, 12 столбиков. Воздушная петля, поворот, 105 ряд, первую пропускаем, 10 столбиков. Теперь переставляем сюда маркировочную ниточку, я ее вытянула из части хвоста, которую провязала. Там она мне ни к чему, она свою уже отработала. Я ее переношу сюда. У нас 106 ряд, надо провязать 45 столбиков. Помните, вот зубчик, от зубчика вправо-влево петля, следующий зубчик вправо-влево. Ну и по открытым петлям. Всего у нас должно получиться 45 столбиков. 107 ряд, 14 столбиков прибавка, повторить 3 раза. 108 ряд, вяжем по кругу 48 столбиков. У нас 109 ряд, и мы будем вязывать лапы. Вот у меня 2 лапки. Смотрите, правая и левая. Правая смотрит ногтями от меня. Вот эта вот длинная часть лапы находится слева, короткая справа. Это правая лапа. Левая лапа, когти от меня,
длинная часть находится справа, короткая слева. Не запутайтесь, иначе можно неправильно абсолютно пришить, привязать лапки. Итак, у нас 109 ряд. Я беру лапу левую, и мне надо ее ввязать в тело. Разворачиваю пяткой к себе. Вот она пятка. Вот она длинная часть справа. Складываю вот эти части пополам. И в крайнюю петлю, не буду прям считать, вот какая сейчас будет крайняя, та и будет. Вот я сложила, и в крайнюю петлю ввожу крючок. Вот от основной работы у меня здесь вот петля на крючке. Я ее не убираю. Вот ввожу в крючок, колю. Смотрю, вот она у меня, эта петля получилась. Ну, вторая от хвостика. Слева от хвостика вторая петля. И первая петля от маркера, которая по телу у нас идет. Их надо провязать вместе. Прихватываю петлю, провязываю одной. Раз. Следующая петля от ноги, следующая петля от тела. 2. Следующая от ноги, следующая от тела. 3. Я провязала 3, а мне надо провязать 15, то есть еще 12 петель. Прикладываю и провязываю вместе. 5 столбиков вяжем по телу. Берем вторую лапу. Пятка, вот она где у меня. Длинный конец слева находится. Точно так же эту часть я складываю пополам. Здесь у меня петля на крючке. Колю в край. И эту петлю буду провязывать с петлями, которые у нас идут по телу. Следующая петля по телу. Вот она. Раз. Следующая от лапы. Следующая по телу. 2. Я провязала 2 петли, мне надо провязать 15, то есть я провязываю еще 13 раз. И 13 петель до маркера по телу. Вот так должно получиться. Я провязала 109 ряд, смотрите, вот так. Вот они длинные части, здесь короткие. Вот так вот. Когда мы будем вязать, лапы станут как нужно. Сейчас вот они вот в таком виде, не пугайтесь. 110 ряд надо провязать 16 столбиков по лапе. Вот у меня столбик, но если я сейчас начну в него вязать, у меня здесь образуется дырочка. Мне это не надо, поэтому я вот так вот прихвачу от тела петлю, не провязывая, как будто как когда мы делаем убавки, и уже провязываю в ту петлю, которая мне нужна. И провязываю их вместе одной петлей. И говорю, что это один столбик.
надо провязать 16. Один провязала, и еще 15 по лапе. Я провязала 16 столбиков по лапе. Теперь мне надо провязать 2 по телу, но опять у меня здесь столбик далековато. Поэтому я прихвачу соседнюю петлю, а потом прихвачу тот столбик, который мне, ту петлю, которую мне нужно провязать. И скажу, что это у меня один столбик. Второй столбик, то есть нам по телу надо провязать 2 столбика. В следующую петлю вяжем прибавку. 1, 2 в одну петлю. Снова по телу 2 столбика. По лапе 16 столбиков. И по телу до маркера надо провязать 13 столбиков. 111 ряд, 14 столбиков. Поворотные ряды, воздушная петля, поворот, 112 ряд, первую пропускаем, начиная со второй провязываем 38 столбиков. Воздушная петля, поворот, 113 ряд, первую пропускаем, во вторую 36 столбиков. Воздушная петля, поворот, 114 ряд, начиная со второй 34 столбика. Воздушная петля, поворот, 115 ряд, первую пропускаем, со второй 32 столбика. Воздушная петля, поворот, 116 ряд, первую пропускаем, 30 столбиков. Воздушная петля, поворот, 117 ряд, первую пропускаю, 28 столбиков. Воздушная петля, поворот, 118 ряд, первую пропускаю, со второй 26 столбиков. Воздушная петля, поворот, 119, первую пропускаю, со второй 24 столбика. Воздушная петля, поворот, 120 ряд, первую пропускаю, со второй 22 столбика. Воздушная петля, поворот, 121 ряд, первую пропускаю, 20 столбиков. Воздушная петля, поворот, 122 ряд, первую пропускаю, 18 столбиков. Воздушная, поворот, 123 первую пропускаю, 16 столбиков. Воздушная, поворот, 124 первую пропускаю, 14 столбиков. Воздушная, поворот, 125 первую пропускаю, 12 столбиков. Воздушная, поворот, 126 ряд, первую пропускаю, 10 столбиков. Воздушная, поворот, 127 ряд, первую пропускаю, 8 столбиков. Прокладываю маркировочную ниточку сюда, и следующий ряд, 128, надо провязать по кругу, 51 столбик у нас будет в кругу. 129 ряд, 16 столбиков прибавка, повторить 3 раза. Следующие 3 ряда надо провязать без изменений по кругу, по 54 столбика в каждом ряду. 130, 31 и 132 ряды вяжем по кругу без изменений. 133 ряд, 18 столбиков.
Воздушная петля, поворот, поворотные ряды. Первую, как обычно, пропускаем. У нас ряд 134, вяжем 40 столбиков. Воздушная петля, поворот, 135 ряд, первую пропускаем, 38 столбиков. Воздушная петля, поворот, 136 ряд, первую пропускаем, со второй 36 столбиков. Воздушная петля, поворот, 137 ряд, первую пропускаем, 34 столбика. Воздушная, поворот, 138, первую пропустили, 32 столбика. Воздушная петля, поворот, 139 ряд, одну пропустили, 30 столбиков. Воздушная, поворот, 140 ряд, первую пропустили, 28 столбиков. Воздушная, поворот, 141 ряд, также первую пропускаем, со второй 26 столбиков. Воздушная, поворот, 142 ряд, первую пропускаем, со второй 24 столбика. Воздушная, поворот, 143 ряд, первую пропускаем, со второй 22 столбика. Воздушная, поворот, 144 ряд, начиная со второй 20 столбиков. Воздушная, поворот, 145 ряд, первую пропустили, начиная со второй 18 столбиков. Воздушная, поворот, 146 ряд, первую пропускаем, со второй 16 столбиков. Воздушная петля, поворот, 147, первую пропустили, 14 столбиков. Воздушная петля, поворот, 148 ряд, первую пропустили, 12 столбиков. Воздушная петля, поворот, 149 ряд, первую пропустили, 10 столбиков. Ставим сюда маркировочную ниточку. У нас 150 ряд, и надо его провязать по кругу, собирая из вот этих вот ступенек петли 54 столбика. Я провязала половину тела. И теперь мне нужно вставить проволочку, потому что я делаю на проволочном каркасе. Как мне замерить? Коль это половина тела, значит мне надо отмерить расстояние вот это вот. Выкладывая проволоку. Вот так. И добавить еще столько же. Сгинаю пополам. И возьму еще сантиметров 7, наверное. На самом кончике делаю петельку, чтобы потом здесь нигде не пробило и никто не поранился. Теперь у меня там лапки. Вот они с открытыми проволочками. Мне эти лапки надо соединить вот с этим вот позвоночником, который я сейчас отрезала. Вставляю проволочку, подвожу кончик к хвостику. Вот он у меня. Придерживаю, так вот загинаю, как положено, чтобы вот она лежала не по краю, а как бы проходила
посередке, вот стремлюсь, чтобы там в середине как бы проволочка оказалась. Не по этому краю, не по этому, а вот прям вот здесь она у меня на прощуп, вот она. И теперь мне надо соединить этот позвоночник с лапками и замотаю изолентой. Замотаю прям по самые кончики, чтобы вот здесь тоже нигде не проколола потом материал. Вот это, чтобы не мешалось, можно вот так скрутить, потому что нам еще вязать. Проволока будет помехой все-таки. Но ничего, надо это пережить. Самые сложные части сделали, уже надо как-то с этим тоже справиться. Теперь надо наполнить лапки, хвостик, иначе потом вообще будет неудобно наполнять. Лапки у меня уже наполнены, сейчас я наполню хвостик и продолжу вязание. Я заполнила деталь, и так как у меня проволока, то я вот так сюда это могу лапки эти вот так выгнуть и придать им положение. Хотя на этом этапе делать не надо, потому что мы будем дальше вязать, будет мешать еще кое-что. Это надо, чтобы готовое полное было тело. Но в принципе вот, если вы делаете без проволоки, то вы так, конечно, не сделаете. Поэтому оставляйте все как есть. Пусть они немножко будут там болтаться в разные стороны. После того, как будет связано все тело, эти лапки надо просто будет потом вот так вот здесь немножко подшить ниткой, иголкой, как через край, просто чтобы их туда не выворачивало. Потом, не сейчас. Поэтому пока оставляйте как есть, а сейчас вот что у меня получилось.